Друзья, привет! Мы находимся сейчас на заводе Азовмаш в Мариуполе. Это просто гигантский завод на самом деле. Обойти его там, наверное, ни за один день, ни за 2 дня, ни за 3 дня не получится никогда, потому что он производит огромное количество разного оборудования. Но мы сейчас в той части, которая занимается производством вагонов, полувагонов. И вот здесь это окрасочная камера, и вообще вот этот цех это практически полностью комплекс, который занимается от сборки тележки, приварки боковин до покраски и выпуска вот там вот конечной продукции. Сейчас, конечно, завод не работает, но вы видите дыры огромные в крыше и множество здесь мусора, скажем так, разрушений различных. Но на самом деле через буквально несколько месяцев этот завод будет восстановлен и он будет запущен. На самом деле оборудование практически не повреждено. Все, что было повреждено, все восстанавливается своими силами. Сейчас идет уборка буквально цеха. И после чего и ремонта крыши, да, кровли, можно будет запускать производство снова. В нашей стране нужны вагоны. Взорвана не разорвавшаяся ракета, в смысле? Да. Ну, да, А что не уберут? Ну, должны убрать. Град, что-то такое, да, РСЗО? Ну, да. Здесь что было, расскажите. Сергей Романович расскажет. Ага. Значит, в этом цехе выпускались полувагоны для перевозки сыпучих грузов. Тут начало производства начиналось от изготовления рамы и сборочный стенд. Вот рама, боковые стены, торцевые стены. Угу. Вот. Заходило это все на сборочный стенд. Сборка, сварка. Следующая шла покрасочная камера и выходила на окончательный сдачу. То есть здесь, смотрите, собирается вагон, переходит на кантователь. Кантователь кантует, сварщики варят, и все, и сразу выходит на покраску. Все. Покраска и окончательная сдача. А детали как раз к вам, наверное, приходили. Да, детали мы все сами делали тоже. Ну, а литье? А литье получали с электростали. Да, вот где мы сейчас как раз и были. Да. Понятно. Можем пройти, вы посмотрите уже готовый вагон, который был изготовлен. О, давайте пройдем. Идем. Вот он, вагон вышел после сборки и заходит на нуля. Это он здесь стоит с февраля у вас, получается, да, 22-го года? Да. Ну, вообще у вас вроде как внутри более или менее все сохранилось, да? Да, сохранилось. И когда планируете возобновить производство? Значит, сейчас расчистка идет. Ну, потребуется минимум полгода. Полгода. Да. Вот уже готовый вагон вышел. Ага. Можно сказать, Да, вот. последний вагон сделан на Украине. Да, Следующие будут уже сделаны в России. естественно. Вот. 23.02.22 год. Его можно уже сейчас отправлять просто заказчику, да? Надо сдать МПСу и отправлять. Угу. То есть на окончательной сдаче идет сдача МПС Ну, там будет- представителю Мгм. железной дороги. Понятно. Ну, РЖД, Да. получается.
А полгода это вот будет расчистка или есть поврежденное оборудование? Да, нужно в первую очередь подать сюда. Это мы сейчас в данный момент занимаемся. Это с приходом нового руководства госкорпорации «Алмаз» поднят вопрос о том, чтобы полностью расчистить цеха. Уже люди вот расчищают. Мгм. После этого они занимаются уже тем, чтобы подать электроэнергию сюда на завод. Мгм. Вот. Газ. И после этого можно будет запускаться. Как только подастся нам электроэнергия, все остальное, значит, можно будет уже приступать к производству. А поврежденное оборудование какое-то, которое нужно восстанавливать, у вас есть или все нормально? В То принципе? оборудование, которое у нас повреждено, мы восстанавливаем своими силами. Мгм. И все. У Понятно. нас стоит задача представителей нашего руководства. Поэтому все это будет выполнено. Понятно. В стране нужны вагоны. Да. Вот смотрите, вагон полностью готовый, собранный, но не окрашенный. И вот он застрял, можно сказать, да, остановился перед покрасочной камерой ровно 23 февраля 22 года. И вот так он с тех пор и стоит, как остановился этот завод. Но завод будет запущен, и этот вагон будет покрашен. В данный момент мы проходим по участку сборки хребтовых балок под платформой. Давайте пройдем, посмотрим это все. То есть это заготовка на хребтовую балку. Мгм. Вот она уже собранная одна. Сейчас подойдем к стенду, посмотрим. То есть просто профиль, да, получается? Да. А профиль откуда приходил? Профиль приходил с Азовстали. Мгм. То есть это тоже наше предприятие. Ну да, предприятие отсюда прям города, все в скажем одном, так. да. Да, все было в одном городе. Вот она собранная уже хребтовая балка. Она для жесткости нужна, да? Да. То есть после него дальше под клепку. Обратите внимание, вот она. Какой-то элемент сюда Да, это розетка. Розетка под АПМ и под сцепную головку. Мгм. И потом эта деталь куда уходила? Потом уходила на сборку, там, где мы были с вами. В предыдущий, вот Да, с самого начала, да, получается, да, цеха. да. Мгм. Там наваривала все остальное, и получилась вот такая рама. Это же мы заранее готовили рамы и передавали на сборку. А, они здесь готовились, наваривалось Да, здесь, да, 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 в да, этом месте. И потом уже вот эти рамы уходили туда на сборку. Да. Да, а зачем здесь эти станки? Какие? Ну, разные, вот я вижу Ну, там... здесь хлепальная скоба и пилы. То есть
резалась. Это лентопильный, да, получается? Мгм. Сверлильные, наверное, для того, чтобы вот эти отверстия Да, сверлить, да, потом которые обязательно. под Да, подклепку. Это еще советские станки, да? Да, это все. Новое оборудование какое-нибудь закупалось во время, вот когда была Украина? Да, вот она, плазма порезочная. Где? Вот там был прилет и упала. А, вот там он. Обрушение кровли на нее. Мгм, В общем, мгм. основная вся часть разбита. То есть головки. В общем, Ну, всем под замену, да? Да. Это уже все. Сверловка и клюк. Тут сверление, да? Да. Кантователь оно крутилось. Это вы будете потом доделывать, Обязательно. когда восстановится. Обязательно. Тут можно сказать, вот по этому участку можно увидеть, как он выглядел тогда. До войны, да. Да, просто практически тоже, ну, не разрушена эта часть. Чтобы начать работу, что нужно сделать вот по минимуму, чтобы вот начать хоть какую-то продукцию выпускать? По минимуму это кровля, Мгм. подача электроэнергии, проверка станков на работоспособность. Все. А с сотрудниками нет проблем сейчас? Остались те, кто здесь были кадры? Остались люди, осталось много в городе людей, которые готовы прийти сюда, как только запустится производство. Мгм. Есть. Есть те, которые не поддержали, скажем, изменения и свалили или... Скажем так, нет. Нет? Нет. Нет. Тех людей, которые я знаю, которые здесь работали, они здесь, Все остались. да, практически все остались. Но они сейчас зарплату получают, получается, да? Им же на что-то жить надо. Те, которые люди работают здесь сейчас на корпорации, Мгм, мгм. все получают заработную плату. А корпорация это какая-то российская компания, которая пришла сюда инвестором? Это Донецкая, Донецк. да, Донецкая государственная корпорация «Алмаз», Мгм. в которую входит в данный момент Азов. С приходом нового руководства госкорпорации «Алмаз» на наше предприятие «Азов-Маш» была нам поставлена задача по расчистке цехов. Мы их сейчас расчищаем, вы видите. Вот. И необходимо то, что мы должны выпускать на этом предприятии полувагоны, должны выпускать железнодорожные платформы. Ну и в перспективе хотим развивать железнодорожные цистерны. Друзья, смотрите, такая милота. Вот эта надпись здесь, на этой стене, была сделана еще до войны. До сих пор ее не стерли. Ну, реально актуально, даже сейчас. Это цех по производству тяжелого машиностроения. Здесь обрабатывались детали на конвертера, на засыпные аппараты. Клапана горячего холодного бытия. Пройдемте. Станки такие, как расточные станки Skoda. Toshiba. Это обрабатывающий центр.
А это еще советского времени эта шиба? Да, это с советских времен еще стоит. Закупали в Японии, да? Японский, да. Так, дальше пройдем. Да? Это вот это все стол. Да, это поворотный стол. Два станка, две Шкоды. Это называется спарка. То есть они обрабатывают, идут навстречу друг другу, длина 22 метра. Мгм. Вот. И они, получается, одновременно обрабатывают Да. одну и ту же деталь. Да, сейчас мы подойдем, я покажу деталь, которую обрабатывали. Это 10-метровый карусельный станок. Таких было два всего в Союзе. На нем обрабатывались конуса, на нем обрабатывались, это подзасыпные аппараты, газовые затворы для металлургии. И вот приобретение 2012 года, это обрабатывающий центр ПАМа. Тоже расточной станок. Это перед войной заказала Азовсталь нам 11 совков для загрузки шихты в печь. Вот это вот, Мгм. изделие. Это уже готовое. Уже готовая на вес 64 тонны. Станками обрабатывались посадочные места под цапсу. Мгм. Один станок обрабатывал, второй станок обрабатывал. Мгм. Все, потом запрессовывались в цапсу. Изделие готово, красилось, надо. А красится оно прям так? Нет? Здесь прям, да. Безокрасочной камерой какой-то, да? Да. Мгм. Этот станок восстановили, 1,5-метровый карусельный. Сейчас занимаемся 2-метровым. Вот этот восстановили, да, получается? Вот этот мы запустили. Вот он. А, вот он, этот. да. Небольшой. Ага. Это как раз карусельный станок под клапана горячего духа. Под детали. Мгм. Здесь еще осталась деталь. В 22 году она уже должна была выйти через 3-4 смены. Все, уехали отсюда, зашли военные, все установили. Это на засыпной аппарат бункер. Здесь на участке крашеные станки, которые это восстановили своими силами. Наши люди, которые здесь работают. Наши, скажем так, специалисты, электрики, механики восстановили. Два станка здесь. Мгм. Восстановили ДИП-500. Не просто восстановили, но и в опрятный вид привели, да? Обязательно. Все это наводится порядок, наводится полная ревизия по электрочастке, по механике. Еще краской пахнет. Да. Плюс покраска.